8 доказательств того, что слова управляют нашей жизнью. В классическом образовании особое место занимал один предмет – искусство риторики. Одаренными ораторами были Цицерон, Аристотель и Сократ. Риторика долгое время сохраняла свой статус, и с ней можно было знакомиться в художественных произведениях. Но сегодня великое искусство отошло на второй план, и это опасно. Мы не только пренебрегаем красотой языка, но также теряем способность слушать, становимся восприимчивыми к речевым махинациям и демагогиям. Двойственная природа риторики выражается в том, что с одной стороны она содержит яркие фигуры речи, такие как описательный язык, метафоры и ирония, а с другой является инструментом убеждения и манипулирования. Вы сможете ознакомиться с красотой языка, с различными речевыми трюками, научитесь ценить языковое искусство и понимать в дальнейшем важнейшие чарующие техники. Как даже поверхностное знание риторики делает нас менее восприимчивым к манипуляциям? Современное общество изобилует информацией, фактами и доказательствами, которые легко распространяются или перепроверяются в режиме онлайн. В этом потоке информации слишком легко забыть искусство риторики и магию речи. Сегодня в школьной программе практически не осталось места для этой дисциплины. Не лучше обстоят дела и в университетской научной среде. В 2011 году отмечались 400 лет со дня принятия Библии короля Якова. Удивительно то, что хотя этот перевод входит в число лучших произведений английской литературы, ни один из ученых не предложил разобрать структуру текста и рассмотреть используемые фигуры речи. А исторический теолог Алистер Маград даже намекнул, что выразительность перевода – это просто случайность. Такое умышленное игнорирование центрального места риторики в Библии выходит за рамки простого академического спора. Это отражает культурную тенденцию, которой следует противостоять. Если человек не понимает риторику, он легко поддается на ее чары. Однако искусство речи не исчезло полностью. Об этом свидетельствуют выступления политиков и рекламщиков. В 1992 году Эдвард Маккавери и Дэвид Глен Мик исследовали расходы на рекламу среди корпораций. Они обнаружили, что миллиарды тратятся на изучение языка и что фигуры речи находятся в центре маркетинговых стратегий. Риторика сыграла центральную роль в том, чтобы сделать рекламу как можно более оригинальной, предложив использование каламбура и метафор. Например, в хорошем чае души не чаем. Есть идея, есть Икея. Тихо, идет финансовая операция. Поднимаем все, даже настроение. Чтобы быть в тонусе, надо, чтобы тонус был в тебе. Очки в вашу пользу. Наш клиент теряет только в весе. Наши кроссовки рвутся только вперед. Не самая умная игра слов, но определенно запоминающаяся. Умение разбираться в том, как работает риторика, облегчает распознавание мотивации оратора, его манипулятивных техник и позволяет совершать более рациональные покупки. Каким риторическим инструментом выступают короткие фразы в политике? Заманчиво думать, что люди, которые используют витиеватые, кричащие выражения и посыпают свои предложения красочными идиомами, успешнее тех, кто использует короткие и простые слова. Это не обязательно так. Как показывает история, короткие фразы гораздо эффективнее. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль, известный публике как интересный и эксцентричный оратор, твердо придерживался этого принципа. Далеко не сложные монолог Гамлета «Быть или не быть» или эпохальная речь Мартина Лютера Кинга-младшего «У меня есть мечта». Неудивительно, что в политической сфере ценят лаконичность. Возможно, литераторы высмеивали Джорджа Буша-младшего за его элементарный словарный запас, но именно очевидная на первый взгляд искренность его неполитизированной речи нашла поддержку у избирателей. По сути, это дар – уметь выражаться таким образом. Просто подумайте о его спонтанной реакции на теракты 11 сентября. Через 2 дня после террористической атаки он обратился с речью к толпе в Граунд-Зиро, участке, где располагался комплекс зданий Всемирного торгового центра. Когда кто-то в толпе крикнул, что ему не слышно, Буш быстро ответил: «Зато весь остальной мир может слышать тебя. И террористы тоже скоро услышат о нас».
Способность давать яркий ответ с помощью нескольких коротких слов делает политиков действительно успешными. Как Библия доказывает, что повторение – хороший способ донести свою точку зрения? Если вам когда-нибудь приходилось иметь дело с недовольным малышом, вы знаете, что одного нельзя всегда недостаточно. Надо обязательно говорить это снова и снова, пока он не примет смысл отрицания. Правило справедливо и в отношении взрослых. Как и дети, мы учимся и запоминаем через многократное повторение. Ярким примером является то, как поп-музыка и музыкальные заставки застревают в нашей голове. Отчасти это потому, что человек любит слушать незамысловатые мелодии. Но дело еще и в том, что они задуманы быть такими привлекательными и запоминающимися. Простота и повторение – хорошо известные приемы поп-музыкантов. У богини данного приема, Леди Гаги, даже сценическое имя это подтверждает. Рассмотрим ее суперхит 2009 года «Poker Face». Во-первых, само название в песне повторено 30 раз. Кроме того, певица вбивает это в голову, вытягивая «покер» как «п-п-покер» множество раз. Подобных примеров полно как на зарубежной, так и на российской эстраде. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. И пусть звучат все одинаково, и пусть банально и неталантливо. Не ограничивается феномен повторения использованием в мире поп-музыки. Много его и в Библии. Техника распространяется практически на все сферы деятельности. Возможно, этим можно объяснить, почему религиозных политиков как ораторов очень любит толпа. Джордж Буш-младший, например, является примерным христианином, и неудивительно, что именно Библия вдохновила его оттачивать искусство повторения. В предложении, открывающем Евангелие от Иоанна, содержится одно из самых известных повторений всех времен и народов. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Американские политики обожают слово «Америка», и Барак Обама не является исключением. Ему удалось произнести это 6 раз в 2 предложениях на Национальном съезде Демократической партии в 2004 году. I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. Очевидно, что повторение не та стилистическая оплошность, о которой наверняка говорил ваш школьный учитель. Как ирония помогает исказить правду и незаметно высказать свое мнение. Всем знакома классическая защитная стратегия во время спора, когда кто-то проигрывает и вместо того, чтобы по логике попытаться доказать свою позицию или принять чужую, начинает высмеивать противника. Сначала он саркастически хвалит интеллект своего оппонента, а затем насмешливо соглашается с его аргументами. Противники глобального потепления часто используют иронию, когда нападают на ученых. Писатель Майкл Крайтон высмеивал обеспокоенность исследователей по поводу климата, говоря, что в 70-х годах ученые считали ледниковый период неизбежным. Конечно, это была просто дымовая завеса, чтобы выставить ученых в плохом свете. Никого в этот период на самом деле не волновало глобальное охлаждение, никто не верил в угрозу ледникового периода. Это доказал климатолог Томас Петерсон, проведя исследование статей по климатологии за указанные годы и развеяв миф. Ирония также обладает второй функцией. Она может помочь передать аргумент без видимого принуждения, путем усиления послания через намеки. Если на идею намекают, а не превозносят ее, это определенно приносит аудитории удовольствие от разгадывания того, что подразумевается. Например, в шекспировском «Юлии Цезаре» Брут тщетно пытается убедить толпу, что убийство Цезаря оправдано. Но когда Марк Антоний, друг и доверенное лицо Цезаря, выходит на сцену, он использует другой подход. Вместо того, чтобы обвинять Брута, он хвалит его честность, неоднократно называя Брута и его друзей достойными людьми. Однако, всем очевидны пропитанные сарказмом насмешки над поведением заговорщиков. Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man. So are they all honorable men.